субботу вечером, 13 июля 2019 года, я отправился во Флориду из моего дома в штате Калифорния, чтобы посетить компанию Velocity, которая продает наборы для самостоятельной постройки самолетов. Дорога от моего дома до международного аэропорта Сан-Франциско без пробок составляет примерно 40-45 минут. Она пересекает залив, протяженность моста около, наверное, 10 миль. Я улетал в Майами в субботу вечером, машину оставил на стоянке вблизи аэропорта, а до самого аэропорта Сан-Франциско уже добирался на шаттле. Шаттл – это специальный автобус, который возит людей с автостоянки до аэропорта и обратно. Автобус этот ходит круглосуточно, примерно каждые 10-15 минут. В общем, достаточно удобно. Автостоянки такие, понятно, они платные, и чем ближе они к аэропорту расположены, тем дороже плата за хранение там машины. В общем, я решил воспользоваться услугами этой автостоянки. Международный аэропорт Сан-Франциско, большой транспортный узел, терминальный. Значит, здесь обычно нету транзитных самолетов, прилетают сюда в штат Калифорния все, или улетают отсюда. В нем 4 взлетно-посадочных полосы, и в течение дня выполняются сотни рейсов. В часы пик в течение минуты совершаются 3-4 операции. Операция — это взлет-посадка, что достаточно много на самом деле. Я прибыл в аэропорт и отправился к стойкам компании American Airlines в терминале номер 2. Время полета из Сан-Франциско до Майами составляет чуть больше 5 часов. Разница во времени между Калифорнией и Флоридой 3 часа. Мы вылетали около 9 часов вечера и, соответственно, приземлились в Майами в 5 часов утра с небольшим. Было еще темно, так как полет проходил в темное время суток. Было мало что видно. Но города на взлете и посадке все-таки удивляют своей пестрой, неповторимой, световой и все-таки такой разной музыкой этих двух, на самом деле, очень разных городов. Прилетев в Майами, я снял машину в аэропорту на прокат и отправился в место под названием Майами-Бич. Это остров, популярное туристическое место и, как следует из названия, пляж на Атлантическом океане. Атлантика завораживает. В воду я пока не полез, потому что до места еще не добрался. Мне предстояло ехать еще около 3 часов на север от Майами до города Себастьян, где и располагается компания Velocity, собственно, цель моего путешествия. Дороги во Флориде оказались очень хорошего качества. Ландшафт плоский, и езда даже немного напоминает движение по немецкому автобану, только полос больше. Едут все достаточно быстро, быстрее, чем у нас в Калифорнии. Я ехал от 80 до 90 миль в час, и не могу сказать, что я двигался быстрее других. Следующую ночь я провел в отеле, местечко под названием Вера Бич. Отель стандартный, как, наверное, тысячи других в Америке. И тут меня даже завтраком накормили. Собираюсь и выезжаю в аэропорт города Себастьян. Там мне надо быть в 10 утра. Аэропорт Себастьян располагается примерно в 30 минутах езды от гостиницы, где я остановился. Погода замечательная, температура градусов 30, но очень влажно. При такой влажности жара переносится абсолютно по-другому. Мне нравится теплый климат, но я бы сказал, что 30 градусов во Флориде — это, наверное, как 45 градусов в Калифорнии.
В общем, еду я в аэропорт, настроение отличное, погода замечательная, а в машине работает кондиционер. Прибыв в аэропорт, я припарковался и пошел в офис. Небольшое пошарпанное здание компании Velocity. Здесь делают киты, или по-русски конструктор, из которого можно собрать самолет самостоятельно. К сожалению, я так увлекся экскурсией по мастерской, что забыл, что надо снимать в какой-то момент. Отложил на потом, но это потом так и не наступило. Поэтому из материалов в этом здании на фабрике это вот то, что сейчас можно увидеть на экране. Компания Velocity предлагает конструкторы, но при желании можно попросить профессиональных рабочих собрать самолет или купить у них уже готовое изделие. В общем, они очень гибкие и предлагают разные варианты. Мастерская состоит из нескольких помещений, все детали изготавливаются тут, и одновременно в работе находится несколько самолетов. Экскурсию мне проводил чат, который, собственно, является здесь специалистом по сборке самолетов. Вот он здесь появляется на экране. Он провел меня по мастерской, любезно ответил на вопросы и показал, как собирают самолеты. В этот день в мастерской, кроме чада, были еще 3 человека. Они работают над своими собственными проектами. Вообще, конструктор можно купить и собрать его дома, а можно воспользоваться услугами чада, который подскажет или покажет, как и что нужно делать. В общем, те 3 товарища живут прямо в аэропорту. Они приехали из других штатов на RV, это дома на колесах, где они ночуют, а днем они заняты работой над своими самолетами. В любой момент можно забрать конструктор домой. Вон там вот справа вот сейчас было видно эти как раз их дома на колесах. Мы направляемся сейчас в другое здание, в ангар, где уже происходит финальная сборка. По дороге мне чат рассказывает истории. У каждого самолета своя история. Чат рассказал мне несколько, и все они такие разные. Один мужчина, например, заказал у них конструктор, увез его к себе домой. Там он пролежал у него 2 года, а потом попросил ребят забрать детали и собрать на фабрике для него. Чат вот сейчас работает над ним, и вот тот самолет у входа как раз он и есть. Другая история была про дедушку, который не успел закончить работу над своим самолетом и умер. А его жена теперь в памяти своего мужа попросила довести начатое им дело до конца. Тот самолет находится на этапе испытаний. В общем, я его тоже видел, не соскучишься. Все истории живые, интересные. Пока мы с чадом едем вот в другой ангар, вокруг аэропорта. И сейчас увидим, как производится финальная сборка самолета. В ангаре нас встречает Скотт, сын владельца компании. Он будет виден потом в синей рубашке, и мы с ним будем летать. Ингрид, пилот-инструктор, вот она ходит в зеленой рубашке. Ингрид, кстати, оказалась очень интересной женщиной. Самолеты Velocity — это ее хобби, а так по жизни она пилотесса, командир экипажа в одной из авиакомпаний. Velocity предлагает 3 модели самолета: стандартную, расширенную и двухмоторную. Расширенная и двухмоторная — это один и тот же фюзеляж, просто на одной 2 двигателя, на другой 1. Модели имеют множество модификаций. Самые распространенные модификации — это с убирающимся шасси или нет. Двигатели, оборудование, покраска, интерьер — это все устанавливается по желанию владельца, или он сам решает, что поставить. Все модели носят название экспериментальный, вот там видно Experimental. И каждый самолет уникален как по сборке, так и по интерьеру, который будет определять в дальнейшем владелец. В этом ангаре производится уже такая финальная сборка, то есть это покраска самолетов и установка оборудования
и интерьера, и какие-то там, я не знаю, дополнительные штучки, фишки. Я вот хожу вокруг двухмоторного самолета сейчас, показываю внутри, идет установка оборудования и оформляется кабина. Вот. Здесь я похлопываю по крылу, в котором располагаются топливные баки. Вот это гондола для установки одного из двигателей. Вот. У каждого самолета есть свой номер, так называемый tail number. Вот мы сейчас можем видеть, например, слева здесь написано November 906 Tango Charlie. Все буковки читаются как для того, чтобы их не путать. Например, чтобы не путать N и M, вместо N говорится November, а вместо M говорится Mike. И так далее. Чтобы не путать T и D, говорится Tango или Delta. Все самолеты Velocity имеют схему утка, по-английски Canard. У этих самолетов нет руля высоты в привычном его понимании. Вместо него у самолета есть два крыла, большое и малое. Двигатель располагается сзади, а винт толкающий, в противоположность тянущему в сравнении с традиционными моделями. Скотт объясняет, что рули направления располагаются на концах крыла, и работают они за счет сопротивления воздуха, что приводит к разворачивающему моменту самолета в воздухе. На передней стойке шасси располагается демпфер, который гасит вибрации, вызванные колебанием колеса при движении. Конструкция заимствована от мотоциклетной. Как я понял, это мотоциклетный демпфер. Заглядываю в кабину, смотрю, как располагаются элементы управления. В кабине имеется два больших дисплея, по-английски называется Glass Cockpit. Смотрю назад. Достаточно просторно, на первый взгляд. Переключатели на потолке. Я хожу и разглядываю самолет. Посмотрите, какой красавец. Конструкция самолета выполнена таким образом, что в случае, если происходит срыв потока, то он случается на малом крыле, вот видно, называется Canard. Если это происходит, то нос самолета опускается, тем самым уменьшая угол атаки большого крыла, предотвращая срыв потока на нем. Самолеты этой конструкции лишены возможности попасть в штопор, так как срыв потока не может произойти на основном большом крыле. Кроме того, в отличие от традиционной схемы, где руль создает отрицательную подъемную силу, руль высоты имеется в виду, в схеме Canard оба крыла создают подъемную силу. Эта особенность позволяет увеличить полезную нагрузку за счет дополнительной подъемной силы, создаваемой малым крылом, которое также создает положительную подъемную силу. В обычных конвекционных схемах руль высоты он тянет вниз, а здесь вот это малое крыло тянет вверх. Залезли в кабину, начали движение к полосе. Не могу сказать, что места спереди больше, чем в Cessna 172. Но все удобно и уютно. Через минуту я уже забыл, что волновался о том, что показалось тесновато. На улице жара, я поинтересовался, не ставят ли кондиционеры они в самолеты, на что Скотт сказал, что никакой необходимости в этом нет. И в этом я тоже скоро убедился. Пока едем по полосе, держим двери открытыми. Мы закроем их прямо перед тем, как начнем разбег. Достаточно жарко и в кабине жарко. Пока Скотт объясняет мне, что на экране дисплеев вот мы у полосы, достаточно легко начинаем разбег, предварительно проверив, нет ли кого-нибудь на файне или на подходе на посадку. В аэропорту нет вышки,
И буквально через несколько секунд я узнаю, почему самолет называется Velocity. По-русски это скорость. Мы не взлетаем привычно, как на маленьком самолете, а буквально взмываем в небо как истребитель. Кидаю взгляд на дисплей, вертикальная скорость почти 3000 футов в минуту. Вот это да. При такой жаре-то, если честно, я в шоке. Нет, мы не на винтовом самолете на самом деле летим. Мы на каком-то истребителе, ей-богу. Как прям на реактивном. Через пару минут мы уже на высоте 3000 футов. Скотт продемонстрировал, что бывает с Velocity при превышении максимально допустимого угла атаки для малого крыла каната. Это такой стандартный маневр, практикуемый на большинстве типов. В традиционной схеме на крыле происходит срыв потока, случается сваливание, и если не предпринять мер, то самолет переходит во вращение, штопор. Штопор — это такое наиболее опасное состояние, которое в нормальной ситуации надо избегать. Так вот, уронить Velocity в штопор невозможно, так как нельзя добиться, чтобы случился срыв потока на основном большом крыле. То, что в нормальных схемах случается автоматически, на Velocity просто невозможно из-за конструкции. При медленном полете, если начать тянуть ручку управления на себя, то есть попытаться держать высоту или взлететь, наоборот, набрать высоту, при достижении максимально допустимого угла атаки на канате случается срыв потока, и самолет просто опускает нос. Все, это вообще супер. Это очень хорошая характеристика, и такая конструкция надежно страхует от ошибок пилотирования. Да, но однако не все бывает бесплатно или гладко, и за любую полезную вещь надо платить. Velocity — это плата скорость сваливания. Она достаточно высокая, и это значит, что требует большей площадки, более длинной площадки для посадки. Или необходим пробег, так как скорость выше. По характеристикам это около 1500 футов. Но, как будет видно позже, на одной из посадок мы не постеснялись и выбрали всю полосу, длина которой составляет 3000 футов. Приземлились и практически сразу пересаживаемся на Velocity Twin, двухмоторный самолет. У этого самолета стоят двигатели мощностью 180 лошадиных сил каждый. Кабина, так же как в предыдущей модели, оборудована двумя универсальными дисплеями. Сейчас мы готовимся к взлету и направляемся к полосе. И опять достаточно лихо выруливаем на полосу, но при разбеге у нас выявляются некоторые проблемы с показанием скорости. Вот Скотт их уже задетектил. После взлета слышна звуковая сигнализация, и попытки Скотта убрать шасси не увенчаются успехом. Вот там лампочки мигают, две зеленые, красные и желтая. И в общем, мы не можем убрать шасси, и у нас нет показания скорости. Это достаточно серьезный отказ. Скотт подтверждает отказ датчика скорости и принимает решение о посадке. Скорость самолета во время движения замеряется специальным датчиком, так называемой трубкой Питта, по-английски Pitted Tube. Измерение скорости основано на разности давлений, создаваемых набегающим потоком воздуха, и давления воздуха среды, статическим давлением. Вот там под трубкой находится шайба с дырочкой. Трубка Питта оказалась забита, возможно, туда залез какой-нибудь таракан или еще что-то. В общем, при предполетном осмотре мы его не обнаружили. Отказ этот достаточно серьезный, потому что, особенно при посадке, очень важно соблюдать скоростные режимы. Благо в нашем случае был GPS, который показывал путевую скорость или скорость относительно земной поверхности. При наличии информации о скорости ветра и его направлении у Земли уже хоть что-то, не вслепую. В общем, сели благополучно.
Пока Скотт с товарищем прочищают трубку Пита, я прогуливаюсь по ангару. Тут много самолетов, и один из них проходит испытание. Вот он. Сегодня утром у него обнаружилась проблема, и обнаружили, что вытекает откуда-то топливо. Его загнали в ангар и достаточно оперативно сняли крыло. Вся операция заняла 15-20 минут. И вот обнаружена проблема, вот эта дырочка. Это такой дефект поклейки. Ну ничего страшного, они сказали, что исправят достаточно быстро. Это такие будни Velocity. Ну вот, трубка прочищена, установлена, и мы уже в воздухе. Все в порядке. Скотт тримит самолет таким образом, что он набирает высоту без особых вмешательств управления. Автопилот на данный момент выключен, но он есть. Скотт демонстративно убирает руки с джойстика, показывая мне тем самым, как стабилен самолет. Ничего, в общем-то, делать не надо. В этом полете Скотт симулирует отказ одного из двигателей и показывает мне возможность самолета по наборе высоты с одним двигателем, а затем он достаточно красиво проходит низко над поверхностью воды до достаточно большой скорости. Впечатление просто потрясающее. Машем ручками каким-то ребятам в лодке, разворачиваемся и машем крыльями каким-то ребятам на пире, а потом взмываем вверх и, в общем-то, направляемся на материк и обратно на аэропорт. Просто супер. Так, сейчас мы заходим на посадку. Скорость посадочная этого самолета около 80 узлов. Это достаточно быстро. Там, например, с какой-нибудь Cessna сравниваем, который 65 узлов в час. На посадке Скотт метится немного перед трансом полосы, для того, чтобы начать парить уже над полосой и потом уже коснется колесами. У самолета нету закрылок, что увеличивает также, ну вот посадочная скорость и отсутствие закрылок увеличивает длину пробега. Вот на этой конкретной посадке мы выбрали всю полосу, но, как оказалось, я не снял до конца. Ну ничего страшного. В общем, верьте мне просто на слово. Напоследок я сделал несколько фотографий этих прекрасных, красивых самолетов и в офисе какого-то старого оборудования, которое продается по какой-то бросовой цене. В общем, спасибо огромное Velocity за этот прекрасный день. Уже покинув офис,
На парковке толкаю речь, которая по каким-то причинам не записывается. Видимо, теперь в мой микрофон залез таракан или еще что-то, что-то он забился. В общем, восхищаюсь, обещаю подумать, что делать дальше. Ну и, конечно же, непременно вернуться. До новых встреч, Velocity. А пока надо собираться ехать домой. Направляюсь обратно в Майами, где мне предстоит провести еще одну ночь и весь следующий день. Ну и, конечно, залезть в Атлантический океан и не вылезать оттуда часа полтора. В общем, все супер. Опять ночной полет, как ни странно, на том же месте 13А, ночные огни Майами, грозы, полная луна и Лос-Анджелес по левому борту. Ну и посадка в Сан-Франциско.